Всех приветствую на моем канале. Закончила я работу над полувером. Кто следит за вкладкой сообщества, это на главной странице сверху, тот уже видел, я рассказывала, как обработать V-образную горловину, немножко показывала этот полувер. Получился он очень женственным, таким милым, изысканным. Конечно, женственность ему придает в первую очередь эта V-образная горловина. Она достаточно глубокая, то есть ее даже можно носить вот таким образом, спустив плечо. Очень он красиво смотрится. Надеюсь, вы со мной согласны. Пишите в комментариях, в общем, про это. Сам он в стиле оверсайз, то есть достаточно широкий, свободный. Пряжу я очень интересную использовала. Это Naco Vals. Это премиум акрил 100%, но он пушистый. Он вообще не похож по структуре на обычную пряжу. Он состоит из таких тоненьких волосков, плотненько скрученных друг с другом. Пряжа немножко неоднородная по толщине, поэтому само полотно получается такое очень рыхленькое за счет пушистости. Очень необычная текстура. Вот узор этот хорошо лег именно вот в эту пряжу. Классная текстура получилась. Кстати, по поводу пряжи. Я ее заказывала в одном интернет-магазине. Я уже как-то делилась с вами ссылкой и промокодом на скидку 10%. Кстати, он действует до конца лета. Поэтому, если вы не запаслись зимней пряжей, я вам оставлю ссылку в первом комментарии под этим видео. Заходите в ролик, и там будет промокод. Успевайте до конца лета. Я, кстати, уже запаслась зимней пряжей. Купила себе Vito Brilliant и Color City. Буду что-нибудь из них ваять в ближайшее время. Вот, сейчас покажу, кстати, как сзади выглядит пуловер. Узор для полувера я использовала достаточно сложный. Это араны, это ажур. Но мастер-класс по этому узору уже есть на моем канале. Давным-давно я его делала. Ссылочку оставлю в описании под видео. И вот сюда добавлю верхний правый угол экрана. Поэтому в видео мастер-классе в этом про узор я буду говорить мало. То есть буду ссылаться на схему, буду ссылаться на видео мастер-класс. Так что, если не умеете вязать по схемам, то зайдете в мастер-класс, посмотрите. Потому что сам по себе узор очень объемный. У него раппорт в высоту 36 рядов, в ширину 24 петли. Поэтому, если бы я еще здесь узор показывала, то у нас бы вообще мастер-класс затянулся часа на 2. Это точно. Так, что касается кроя самого полувера, он максимально простой. Проймы мы не вывязываем, просто вяжем прямым полотном. Делаем вырез. Вырез вяжется очень просто. Мы просто в каждом лицевом ряду убавляем петлю, формируется V-образный вырез. Рукав прямой. Практически небольшие здесь есть убавления. Вот даже видно, что рукав сам по себе широкий, свободный. Резинка такая широкая, свободная. Сам рукав я делала немножко удлиненный, вот чтобы как бы придать такую массивность, может какую-то брутальность немножко этому полуверу, чтобы он смотрелся таким более уютным, более теплым, объемным. Мне кажется, мне это удалось. Он одновременно и женственный, и такой брутальный, потому что женственность, что нам придает, это вырез, это ажур. Такую массивность, брутальность придает вот этот, кстати, ажур арановый. Он сам по себе полотно стягивает, то есть он чем-то напоминает резинку, и за счет этого полотно получается такое массивное, маленько прожорливый получается узор. И у меня на этот полувер ушло 550 грамм пряжи. Но я вот вязала его на 42 размер, но спокойно. То есть размер 42-46 в эти параметры войдет, потому что, видите, в нем большой объем. Еще за счет того, что он растягивается. Поэтому можно смело на 46 размер вязать по моим меркам. Хотя я все мерки привожу, какие я закладываю свободу облегания, то есть по моему мастер-классу вы сможете связать этот полувер абсолютно на любой размер. И еще, кто уже давно подписан на мой канал, знает, что я обычно не делю мастер-классы на части, то есть я все упаковываю в одно видео примерно на час, да, если это вяжется крупная вещь. Но сейчас я решила немножко изменить свой формат. И часть видео, в котором будет сам процесс вязания подробно изложен, он будет
в закрытом доступе, будет доступен подписчикам канала. Я в конце этого ролика оставлю ссылку, по которой вы нажмете и провалитесь на ролик, где будет сам процесс вязания. То есть так обычно он виден вам не будет. То есть вы зайдете, если во вкладку видео, вы не найдете сам этот процесс вязания. Для того, чтобы его найти, нужна специальная ссылка, которая и будет в конце этого ролика. Вы увидите картинку с этим полувером, нажимаете на нее и проваливаетесь в сам процесс вязания. Он примерно получился у меня на 50 минут. Само видео. А здесь, то есть я вам сейчас маленько расскажу про этот полувер, покажу, как снимать мерки, как строить выкройку. И на этом мы закончим. Так, давайте перейдем к тому, что мы рассмотрим все детали этого полувера поближе. Давайте начнем с горловины. Здесь используется ложное кетлевание. Очень аккуратно смотрится и по лицевой, и по изнанке. При таком способе кетлевания закрывается вот именно часть вот этой горловины, где идут все убавления, где какие-то кромочные некрасивые. Вот это все место закрывается вот этим вот кантиком. Ну и затем вяжется резинка. Я выполняла резинку 2 на 2. Все петли закрывала иглой. Дальше у нас есть плечевой скос. Обязательно, чтобы полувер удобно сидел по фигуре. Рукав он не пришивной. То есть я набирала петельки по краю переда и спинки и выполняла рукав. Очень аккуратная стыковка. Я дальше покажу, как выполнять такую стыковочку, чтобы не было никаких дырок. По изнаночной стороне остается вот такой вот шов рубчиком. Вообще полувер имеет плечевой шов и шов по рукаву. Есть и шов боковой. Вяжется полувер снизу вверх, а затем рукав подвязывается, получается, как бы сверху вниз. Набор петель вела также похожий он на итальянский. Дальше тоже покажу, как он выполняется. Намного проще, чем сам итальянский набор. По спинке тоже имеется вырез горловины. Такой вот округлый. И давайте теперь перейдем уже к самим меркам. Я снимала обхват груди. У меня 86 сантиметров. Обхват плеча 24 сантиметра. То есть плечо это то место, которое у нас находится вот здесь выше локтя, ближе к подмышечной впадине. В этом месте, то есть в самом широком месте руки. Длина изделия. Посмотрите, как определяем мы длину изделия. Лучше всего перед этим надеть какую-то хлопчатобумажную футболку, у которой есть плечевой шов. И от плечевого шва, от того места, которое максимально близко к шее, мы отмечаем вниз длину изделия. Вот таким образом. Я брала 60 сантиметров. Потом мы рассчитываем ширину переда или спинки. Мы берем обхват груди, делим пополам и добавляем 5 сантиметров на свободу облегания. У меня получилось, что ширина переда и спинки я брала одинаковые по 48 сантиметров. Ширина рукава. Также к обхвату плеча я добавляла 10 сантиметров на свободу облегания и получаю 34 сантиметра. То есть 34 сантиметра это общая ширина рукава и по переду, и по спинке. А если отмечать, допустим, только по переду, то она будет в 2 раза меньше. Ну и длина рукава вместе с резинкой у меня 45 сантиметров. Плечевой скос 7 сантиметров. Можно брать чуть больше, 8 сантиметров. Ссылка на схему и расчеты будет в описании под видео. Если вы решили связать себе такой полувер, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на ссылку в верхнем правом углу экрана и переходите на сам процесс вязания. Увидимся в следующем видео.